Привет всем, здравствуйте! В прошлом выпуске я начал рассказывать о жизни и трагической гибели Ахмад-Шах Масуда. Итак, в июле 1975 года самопровозглашенное правительство афганской исламистской оппозиции Бурхануддина Раббани приняло решение о начале вооруженного восстания с целью свержения диктатуры Мохаммеда Дауд-хана, пришедшего к власти 2 года назад в результате антимонархического государственного переворота 17 июля 1973 года. Одним из наиболее активных участников подготовки восстания был 22-летний Ахмад-Шах Масуд. С небольшим отрядом маджахедов Масуд пересек афгано-пакистанскую границу и достиг Паншерского ущелья. Не встретив особого сопротивления, он разоружил немногочисленный местный гарнизон. Восстание, как и ожидалось, поддержали и в других восточных провинциях страны. Взяв под свой контроль Паншерское ущелье, Ахмад-Шах Масуд создал глубокий стратегический плацдарм для развития наступления на Кабул. Но восстание изначально было обречено из-за вероломного предательства Гульбуддина Хикматияра. Выступление маджахедов было жестоко подавлено правительственными войсками. Так называемая исламская армия Хикматияра в означенный час не вышла к Кабулу. Как позже выяснилось, она вообще не пересекала афгано-пакистанскую границу. Небольшой отряд Ахмад-Шах Масуда был разгромлен и обращен в бегство. Сам он лишь чудом избежал пленения и смерти. Прочесывая кукурузное поле, в котором укрылись остатки его отряда, солдаты правительственной армии прошли в считанных метрах от раненого в ногу Масуда. Под покровом ночи ему и еще нескольким маджахедам удалось выскользнуть из окружения. Однако контроль над Паншером был утерян. Далее оставаться в горах становилось небезопасно. Поэтому спустя месяц Ахмад-Шах инкогнито покинул Паншерское ущелье и перебрался вначале в Кабул, а оттуда в приграничный с Афганистаном Пешавар, где к тому времени уже прочно обосновалась исламистская оппозиция. Гульбуддин Хикматияр отверг все обвинения в вероломном предательстве, сославшись на возникшую несогласованность. Как выяснилось позже, генерал Абдул-Карим Мустагани, который якобы обещал Хикматияру поддержать восстание, вообще не был с ним знаком. Настроения в рядах оппозиции царили самые мрачные. Внутри исламистского движения начался разброд, вылившийся в глубокий продолжительный раскол. Некоторые члены исламского общества Афганистана полагали, что выступление было преждевременным, а восстание плохо подготовленным. И вообще было большой ошибкой. Другие во главе с Гульбуддином Хикматияром настаивали на продолжении джихада. Истинная причина неудач крылась в отсутствии единства в рядах самих заговорщиков. Раздробленность и личные амбиции стали препятствием для выработки единой доктрины, что свело на нет все попытки исламистской оппозиции отстранить от власти Дауд-хана. Так называемое исламское общество Афганистана раскололось между сторонниками более умеренных сил Бурхануддина Раббани, к которым примкнул Ахмад-Шах Масуд, и более радикальными элементами, окружавшими Гульбуддина Хикматияра, отделившегося от исламского общества Афганистана и основавшего свою партию, Исламскую партию Афганистана, Хизб аль-Ислам. Формально две группировки считались фракциями одной партии, Исламского общества Афганистана. На деле же являлись непримиримыми врагами, лишь изредка ненадолго сближаясь. В ход шло все. И предательство, и вероломность, и открытое устранение политических оппонентов. Конфликт достиг такой точки, что Хикматияр, видевший в 22-летнем Масуде опасного соперника, попытался его убить. Каждый из лидеров желал подмять под себя всю оппозицию. Гульбуддин Хикматияр стремился возглавить движение исламского сопротивления. Ахмад-Шах Масуд считал иначе. По его мнению, доктор Бурхануддин Раббани являлся гораздо более приемлемой фигурой. Открыто выступив на стороне Раббани, он до конца своих дней оставался его верным союзником. Они оба были этническими таджиками, что для Афганистана немаловажно, но прежде всего их отличала духовная близость.
Тем временем на территории Пакистана были созданы специальные лагеря и центры подготовки, где афганские оппозиционеры обучались методам ведения партизанской войны и навыкам диверсионной разведывательной деятельности. Вернувшись в Пакистан, Масуд посетил один из таких учебных лагерей – секретный учебный центр пакистанской межведомственной разведки в Чарате. Он остался неудовлетворен программой подготовки маджахедов и вскоре покинул центр. Ахмад Шах вернулся в Пешавар, где посвятил все свое время военному самообразованию, прежде всего изучению военной теории. Он прочитал сочинения Мао Цзэдуна о Великом походе, несколько книг о жизни Че Гевары, мемуары генерала де Голля, вьетнамского генерала Вон Гуэн Цзяпа, а также проштудировал искусство войны Сунь Цзы. В Афганистане, тем временем, ситуация еще более обострилась. Уровень жизни катастрофически падал. Глубочайший экономический и политический кризис создал условия для военного переворота. Легитимность правительства была поставлена под сомнение. Его приказы уже никто не исполнял. Массы были готовы восстать. Поводом к выступлению послужило вероломное убийство известного левого интеллектуала Мир Акбар Хбейра, лидера социалистической фракции Парчам из Народно-демократической партии Афганистана. Он был убит неизвестными возле своего дома 17 апреля 1978 года. Режим Дауд-хана попытался возложить вину за смерть Хайбера на Гульбудина Хикматьяра, однако большая часть кабульской интеллигенции склонялась к тому, что ответственность за убийство несет само правительство. На похоронах Мир Акбар Хайбера 19 апреля маршем по Кабулу прошло около 15 тысяч его сторонников, которые, идя по улицам столицы, выкрикивали лозунги против ЦРУ и САВАК, тайной полиции Ирана. Демонстранты требовали справедливости. Похороны быстро вылились в демонстрацию против режима Дауд-хана, приведшую к столкновению с полицией. Обстановка серьезно накалялась. Перепуганный Дауд-хан не нашел ничего иного, как отдать приказ об аресте лидеров марксистов и прочей левой оппозиции. В ночь на 26 апреля 1978 года были арестованы и брошены в тюрьму Бабрак Кармаль и Нур Мохаммед Тараки. Спустя 4 часа к ним присоединился уже находившийся под домашним арестом Хафизулла Амин. Однако аресты марксистских лидеров уже не могли предотвратить восстание. Еще в марте Хафизулла Амин, заручившись поддержкой верных НДПА армейских частей, подготовил план переворота. Около 10 часов утра 27 апреля 1978 года, в месяц Саур по афганскому календарю, в город вошли танки, которые тут же окружили президентский дворец, где находился Мухаммед Дауд-хан, вся его семья, а также ряд членов кабинета министров. Приблизительно в полдень, не вступая в переговоры, мятежники начали танковый обстрел президентского дворца и здания силовых ведомств. Затем по главному зданию дворца был нанесен авиаудар. Осада дворца длилась всю ночь. Ждать помощи было неоткуда. Верная правительству, 7-я дивизия предприняла отчаянную попытку прорваться к столице, однако была рассеяна авиаударами мятежников еще на подступах к Кабулу. Утром президентский дворец пал. Ворвавшиеся мятежники тут же расстреляли Дауд-хана и всю его семью. Вечером того же дня по радио Кабула было объявлено о Саурской революции. Лидеры НДПА были выпущены из тюрьмы. 30 апреля военные передали власть так называемому Революционному совету, который возглавил Нур Мухаммед Тараки. Последний оперативно подписал указ за номером 1, провозглашавший образование Демократической Республики Афганистан. Главой государства и премьер-министром, как и следовало ожидать, стал Нур Мухаммед Тараки. Его заместителем Бабрак Кармаль. Хафизулла Амин был назначен первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. Приход к власти в Афганистане местных коммунистов стал для советского руководства большой неожиданностью. По большому счету, если судить объективно,
Это была не революция, а скорее государственный переворот, совершенный группой офицеров, поддержанной армией. Апрельская революция являлась коммунистической, антифеодальной и антиклерикальной, но очень быстро стало понятно, что она лишь на словах носила народный характер. На деле новое правительство развернуло страшный террор. Формально провозгласив в Афганистане социалистический строй, новое руководство страны форсированными способами стало претворять в жизнь стратегию построения социализма, скопированную с Советского Союза, совершенно игнорируя местную специфику, что повлекло возникновение оппозиции к правительству. Новое правительство НДПА во главе с Революционным Советом не пользовалось поддержкой масс. Оно реализовывало доктрину, враждебную инакомыслию как внутри, так и вне партии. Реформы НДПА встретили сильное сопротивление населения. Из-за репрессий большая часть страны, особенно сельские районы, организовали открытое восстание против НДПА. Начиная с лета 1978 года, по всей стране прокатились стихийные вооруженные антиправительственные выступления. Как правило, они носили хаотичный, неорганизованный характер. Во главе оппозиции встали исламские фундаменталисты. Объединившись с пуштунскими племенами, они стали представлять внушительную силу. Тайная полиция развернула широкомасштабные репрессии в отношении интеллигенции, священнослужителей, общественных и политических деятелей, не желавших смириться с новой диктатурой. В сельской местности действовали армейские подразделения. Жертвами репрессий стали по меньшей мере около 100 тысяч человек. Артиллерийским огнем разрушались целые селения, разрушались дамбы, уничтожались урожаи, что вызвало голод и немыслимые человеческие жертвы среди мирного населения. Были и организованные выступления. Так, 15 марта 1979 года во втором по значению городе Афганистана, Герате, оппозиция на некоторое время смогла свергнуть режим НДПА. Тараки отдал приказ направить в город 2 бронетанковые бригады. Во время подавления мятежа только в одном Кабуле погибло свыше 1000 человек. Узнав о событиях в Кабуле, Ахмад Шах Масуд поспешил вернуться на родину, чтобы начать борьбу с новым антинародным режимом. Поначалу под его началом было всего лишь 12 маджахедов из числа местных крестьян, но в течение пары месяцев ему удалось собрать довольно значительные силы. Кроме крестьян, к Масуду присоединилось немало обиженных властью землевладельцев, религиозных деятелей, бывших государственных чиновников и даже кадровых военных. Принимая во внимание тот факт, что каждый афганец, вне зависимости от своего происхождения и социального статуса, прирожденный воин, в течение довольно короткого времени Ахмад Шаху удалось собрать под своим командованием достаточно профессиональный мобильный отряд. 6 июля 1979 года Масуд начал восстание в Паншере, которое сначала потерпело неудачу. Поэтому Ахмад Шах решил изменить тактику, избегая прямого столкновения со значительно превосходящими правительственными силами, он начал партизанскую войну. Учитывая специфику горного ландшафта Паншера, он смог довольно успешно противостоять правительственным войскам. Тем временем ситуация в столице еще более накалилась. Хафизулла Амин, рвавшийся к вершине власти, приступил к чистке рядов собственной партии. При молчаливом согласии президента со всех ключевых постов были удалены представители неугодной Амину фракции Парчан. Одни оказались за решеткой, другие были приговорены к смертной казни, в том числе действовавший министр обороны. Порой неугодные Амину политические и государственные деятели исчезали средь бела дня. Даже недавний соратник Амина, Бабрак Карман, был смещен со своего поста и отправлен послом Чехословакии. Хафизулла Амин с каждым днем набирал силу. В подобной ситуации столкновение с действующим президентом было лишь вопросом времени. Это понимал и Нур Мухаммед Тараки. Удобный случай представился в сентябре 1979 года. 1 сентября Тараки отправился в Гавану для участия в 6-м
и конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран. Его отсутствием и воспользовался Амин. Он снял со своих постов 4 высокопоставленных и верных президенту офицеров Генштаба. По завершении конференции на обратном пути Тараки решил нанести короткий визит в Советский Союз, чтобы встретиться с Брежневым. Возвратившись в Кабул 16 сентября 1979 года, Тараки, предупрежденный Брежневым о готовящемся заговоре, вызвал к себе Амина для дачи объяснений. Попытка захвата Амина окончилась неудачно. Один из людей Амина был убит, несколько других получили ранения, но ему самому удалось скрыться на автомобиле. События развивались стремительно. Хафизулла Амин поднял верные ему армейские части, которые, войдя в город, взяли под свой контроль все правительственные здания и стратегические объекты, блокировав президентскую резиденцию. Наскоро проведенное заседание Политбюро ЦК НДПА, а затем неочередной пленум ЦК, исключили Нур-Мухаммеда Тараки из партии, сложив с него все полномочия. Генеральным секретарем НДПА и председателем Революционного совета был избран Хафизулла Амин. Вечером того же дня по Кабульскому радио было передано, что действующий президент Афганистана Нур-Мухаммед Тараки освобожден от всех занимаемых им постов. 2 октября 1979 года офицеры президентской гвардии по приказу Амина задушили подушкой Нур-Мухаммеда Тараки в его тюремной камере. Вся его семья без исключения была припровождена в тюрьму. Спустя несколько дней радио Кабула передало сообщение о том, что Нур-Мухаммед Тараки скончался после продолжительной болезни. Дорвавшись до власти, Хафизулла Амин не только не прекратил государственный террор, но и превзошел на этом кровавом поприще своих предшественников Мухаммеда Дауда Хана и Нура Мухаммеда Тараки. Правительственные программы повсеместно сворачивались. Вместо них Амин засыпал народ все новыми и новыми обещаниями, из которых каждое следующее было еще более утопическим и абсурдным. Власть Амина держалась исключительно на терроре. Любое инакомыслие было равно преступлению. Общество было запугано, а оппозиция была недостаточно сильна и сплочена, чтобы свернуть ненавистный всему обществу диктаторский режим. Еще в 1968 году пленум фракции Хальк, которой принадлежал сам Амин, осудив его диктаторские наклонности, перевел Амина и членов партии НДПА в кандидаты. Спустя 9 лет все проявилось. В Москве понимали, что ситуация уже давно вышла из-под контроля. Напряжение в афганском обществе достигло своей критической массы. Более так не могло продолжаться. Режим Амина мог рухнуть в любой момент. Но кто бы пришел на смену? Здравомыслящие партийные лидеры или исламистская оппозиция, ориентированная на Соединенные Штаты и Пакистан? В Кремле решили действовать на опережение, совершить военное вторжение в Афганистан, силой оружия сместить Амина и поставить во главе государства зависимое от Москвы марионеточное правительство. В Москву из Чехословакии был срочно вызван Бабрак Кармаль. Именно на него решили сделать ставку кремлевские старцы. Однако советское вторжение в Афганистан имело и другие причины. Американское военно-экономическое вмешательство в дела региона создавало реальную угрозу выхода Афганистана из советской сферы влияния. В не меньшей степени в Москве опасались укрепления исламистского фундаментализма. Падение же просоветского правительства в Афганистане нанесло бы серьезный урон внешнеполитическим позициям Советского Союза, поскольку это стало бы первым прецедентом современной послевоенной истории. Самое непостижимое заключалось в том, что именно Амин один из первых озвучил мысль о необходимости ввода советских войск в Афганистан, оправдывая это тем, что русские смогут положить конец раздиравшему страну хаосу. Наивно полагая, что именно он, опираясь на военную и экономическую помощь Советского Союза, станет во главе государства. На деле все обернулось иначе. Первой жертвой советского вторжения стал сам Хафизулла Амин. А у меня на этом все. Смотрите продолжение в следующем выпуске.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии прямо здесь под видео. И читайте мои книги. Всегда с вами Александр Брас.